Здравствуйте, рада приветствовать на своем канале. Мы сегодня продолжим тему вопросов. Я снимала предыдущее видео насчет вопросов общих, специальных. Сегодня мы продолжим эту тему, но сегодня будет так более детально, потому что сегодня мы разберем топ-20 вопросов. То есть прямо разберем, какие существуют вопросы в английском языке. Ну, не именно там общие, специальные, то есть будем вдаваться больше в грамматику, а вот именно по вопросам пройдемся. То есть, что действительно нужно знать для общения, если вас интересует именно разговорный английский. Потому продолжайте смотреть, будет очень интересно. Первый вопрос – это очень, наверное, один из самых-самых, ну, я даже сказала, что топ-5, в пятерку входит в самых популярных вопросов в английском языке. Это вопрос о времени present perfect. Ну, такой стандартный вопрос, когда мы про страны особенно говорим. То есть это вопрос, когда мы спрашиваем, делал ли ты когда-либо что-то, то есть когда мы спрашиваем про опыт. Это вопрос present perfect, и, ну, допустим, возьмем слово Лондон. То есть, допустим, мы спрашиваем, ты когда-либо был в Лондоне? По-английски это будет звучать have you ever been to London? Да, здесь обращаю внимание, что часто делают ошибку, то, что говорят in London, например, на самом деле to. Здесь какой-то логики нет, почему именно этот предлог, вроде бы это не направление, но они так говорят, потому, то есть если мы спрашиваем у человека, ты когда-либо делал что-то, ну, ты именно про страны, например, ты когда-либо был в Лондоне, ты когда-либо был в Испании, мы задаем вот этот вопрос, have you ever been to Spain, have you ever been to London, или за границей, abroad, have you ever been abroad. Но это не только про страны, можно спросить, допустим, там, ты когда-либо, например, встречал известного человека, это тоже будет именно вот этот вопрос. Здесь нельзя, например, present simple использовать или прошедшее время. Здесь будет идти по конструкции перфектного времени. Получится have you ever met a famous person. Если вы хотите, если вы не особо знакомы с перфектным временем или вы хотите с ним более детально познакомиться, у меня будет отдельное видео на этом канале, так что скоро оно появится. Ну или можете записаться ко мне на занятия по скайпу, мы более детально разберем это время с красочными фотами, материалами, потом можете оставить заявку на моем сайте, я с удовольствием помогу вам разобраться в грамматике времен, очень интересная тема. Ну, первый вопрос, да, я его даже вот внесла первым, это have you ever been to London? Или же, если мы спрашиваем, делал ли ты что-то когда-то, получается have you ever done it, например, ты когда-либо делал это? Очень популярный вопрос, поэтому советую его запомнить. Второй тип вопроса – это такие вопросы по типу, например, как ты относишься к деньгам, вот мы разбираем там, тему денег на занятиях. Или же это, например, вопрос, как ты относишься к комплиментам, или там, как ты относишься к этому человеку. Вот такие типы вопросы, вот именно когда мы спрашиваем про отношения. Ну, конечно, можно спросить там, what do you think about? Но вот как это носители говорят, как это красиво спросить, это будет со словом attitude. Вот сразу можно запомнить, что, ну, вообще во многих контекстах встречается. Attitude – это отношение. То есть, например, мы спрашиваем, ну, допустим, как ты относишься к деньгам? Это мы спросим, what's your attitude to money? Вообще в идеале спросить, what's your attitude towards money? Очень красиво будет так звучать, то есть приближенно к речи носителя, или, например, как ты относишься к комплиментам? What's your attitude to compliments? Тоже очень важный вопрос, чтобы красиво говорить, чтобы быть приближенным к речи носителя, можем задавать именно такой вопрос, то есть о отношении. What's your attitude to this person, к этому человеку? Человек, еще раз, это person. Еще один тип вопроса – это вопросы по типу, когда мы с кем-то общаемся, и мы хотим спросить, ты согласен с этим, или там, ты согласен там, с этим утверждением. Это вопрос do you agree. Соглашаться в английском – это agree. Здесь, кстати, тоже такой момент, многие ошибаются, могут сказать, там, are you agree, вроде бы у нас это описание, то есть согласен ли ты. А на самом деле нет, здесь идет как действие у них, то есть именно соглашаться, поэтому стандартный вопрос это do you agree, например, do you agree with me, ты согласен со мной, там, например, do you agree that the internet is the greatest invention ever, ты согласен с тем, что интернет это величайшее изобретение, когда-либо создано. Тоже очень важный вопрос, do you agree, поэтому советую его запомнить. Так, еще один тип вопроса, это когда, конечно, мы спрашиваем о погоде. Очень популярный тип вопроса, what's the weather like today? Там многие делают ошибку, то что могут просто, например, спросить what's the weather today. Лучше все-таки like добавлять, вот это такой классический, его даже, ну, я вообще не люблю слово заучить, но есть случаи, есть вопросы, где можно действительно выучить, потому что никак не меняется, здесь получается what's the weather like today. То есть like еще добавляем, это стандартный классический вопрос о погоде, или, например, мы с кем-то общаемся, хотим спросить, какая погода в твоей стране, или какая погода сегодня там, в твоем городе. Можем спросить, what's the weather like today in your city.
или what's the weather like today in your country? Тоже хороший вопрос, поэтому запоминаю. Многие, ну, вроде бы такой простой вопрос, но многие тоже ошибаются. Так, еще один тип вопроса – это вопросы по типу, допустим, какая еда тебе нравится, какая музыка тебе нравится. Вот это вопрос, который начинается с слов «какой», «какие», многие этого не знают. Или, например, допустим, какие люди тебе нравятся, какой, какие, это все то же самое, что what, то есть то же самое, что что. Поэтому такие вопросы мы начинаем со слова what. Например, допустим, какие люди тебе нравятся, можно спросить. То есть у нас получается как вопросительное слово what people. Здесь получится what people do you like, или какая еда тебе нравится, какую еду ты любишь, можем спросить what food do you like. Тоже очень важный тип вопроса. Так, еще это вопросы по типу «ты не против этого?» или, там, «ты не против?» Допустим, мы собираемся идти в кинотеатр, «ты не против присоединиться?» Или, допустим, «ты не против выпить кофе со мной?» Это вопрос «don't you mind?» Ну, еще он может быть как «do you mind?», но чаще всего все-таки я встречала то, что говорят «don't you mind?». То есть, как бы, как и в русском языке, то есть мы говорим вот это не приставку «ты не против?» «don't you mind?». Очень-очень популярный вопрос, многие тоже не знают, как это сказать. Поэтому советую запомнить, получается, don't you mind, например, don't you mind having coffee with me. Здесь, кстати, важно обратить внимание, что после этого вопроса идет как бы глагол с инговым окончанием. То есть don't you mind having или don't you mind joining us, не против ли ты присоединиться к нам. Следующий тип вопроса – это как бы, что ты собираешься делать, вот так собираться, там, что ты собираешься делать сегодня вечером. Или, например, там, что ты собираешься делать там завтра? Это, конечно, вопрос из конструкции going to, то есть получается what are you going, например, what are you going to do? Или там, что ты собираешься делать сегодня вечером? Сегодня вечером, кстати, там тоже многие там ошибаются, говорят, что today in the evening, today at night, просто tonight. Сегодня вечером это одно слово, потом как бы спрашиваем what are you going to do tonight? Что ты собираешься делать сегодня вечером? Еще один тип вопроса, ну, в принципе, можно даже вот к этому отнести, вот в эту же стезю, это просто are you going to, собираешься ли что-то делать, например. Are you going to go to the movies? То есть собираешься ли ты идти в кинотеатр? Ну, то же самое, только вопрос получается общий. Ну, еще один тип вопроса, это более такой сложный, многие вот не знают, как это строить. Это как долго времени что-то занимает или как долго времени на что-то ушло. Например, сколько времени у тебя ушло на то, чтобы выучить английский? Здесь получается how long did it take you to learn English? Здесь будет использоваться слово take, они говорят как забирать, то есть сколько времени у тебя забрало на то, чтобы выучить английский. Или же можем спросить, там, допустим, у таксиста спрашиваем, таксист это taxi driver, вот так, там, сколько времени нужно, чтобы добраться до этого места? Можем спросить how long does it take to get to that, например, to get to the city center, например, чтобы добраться в центр города или чтобы добраться в аэропорт. Или можно даже в будущем спросить там how long will it take, то есть как бы получается сколько времени на это уйдет. Еще один вопрос – это вопрос с отрицанием. То есть, где получается есть и вопрос, и отрицание. Например, почему ты не предупредил меня, или почему ты не позвонил, или почему ты не делаешь это. То есть там идет и вопрос, и отрицание. Это получается why, ну, например, возьмем в настоящем времени, во времени present simple, получается why don't you do it. Допустим, например, почему ты не звонишь, мне можно спросить why don't you call me, или почему ты не сделал этого вчера, например, why didn't you do it yesterday. Так, ну это мы разобрали 10 вопросов, еще так быстро посмотрим еще десятку, которые действительно вам пригодятся в речи, которые нужно знать, если вы особенно интересуетесь именно разговорным английским. Так, ну еще один тип вопроса, это, конечно, вопросы с модальными глаголами, то есть вопросы словом can, например, можешь ли ты помочь мне, или можем ли мы встретиться. Такие вопросы начинаются сразу с модального глагола can, например, can we meet, или там, что я могу сделать. What can I do? Или когда мы можем встретиться? То есть здесь как бы на слух определяем, что есть модальный глагол, то есть слово can. Модальные глаголы, да, у таких вопросов есть свои особенности, потому что здесь не нужно добавлять do или does, чтобы построить вопрос с модальным глаголом, они сами строят вопросы, потому тут как бы на слух можно определять, например, можем ли мы встретиться. Сразу как бы включается, что можем, это вот модальный глагол can. Can we meet? What can we do? И, например, опять-таки, там, can we meet tonight? Можем ли мы встретиться сегодня вечером? Вот так они строятся, то есть
Модальные глаголы строят вопросы сами. Ну, отдельно тоже я бы советовала поговорить про модальные глаголы, это будет тоже отдельное видео. Ну, еще, конечно, вот очень, наверное, вот из тех вопросов, что мы сегодня разбираем, это такой самый тяжелый вопрос, потому что люди, которые этого не знают, или которые, например, разбирают прошедшее время, вот они, практически никто не может правильно ответить, поэтому тоже можно даже как-то заучить его. Это, ну, можете самостоятельно попробовать перевести, например, как мы спросим, где ты был, например, где ты был вчера, вот как мы это переведем на английский язык, то есть как это будет по-английски. Где ты был вчера? Очень многие ошибаются, но я даже не буду говорить, как там неправильно пытаются сказать. В общем, правильный вопрос это where were you? То есть здесь получается нет никакого вспомогательного глагола did, это вопрос с глаголом be, то есть мы четко слышим слово быть, например, где ты был вчера? Where were you yesterday? Вот так будет правильно. Поэтому тоже не делаем такой ошибки. Можно даже улучшить, я бы сказала, потому что просто популярный, многие не знают, как это сказать. Или, например, где ты был вчера? Это будет where were you yesterday? Так, ну еще один тип вопроса, так быстро посмотрим. Это, опять-таки, если возвращаться к present simple, это вопрос, что ты предпочитаешь? Или, например, если это будет общий вопрос, ты предпочитаешь лето или зиму? Или ты предпочитаешь кофе или чай? Ну, там будет использовать слово «предпочитать», это слово «prefer», возможно, вы уже слышали, если нет, тоже советую запомнить. «Предпочитать» начинается похоже, как и русское слово «prefer». Например, «Do you prefer coffee or tea?» Ты предпочитаешь кофе или чай? Или, например, ты предпочитаешь лето или зиму? «Do you prefer summer or winter?» Или что ты предпочитаешь? «What do you prefer?» Поэтому тоже запоминаем. Еще один тип вопроса тоже будет идти в present simple. Это, ну, наверное, самый простой вопрос, там, есть ли у тебя что-то, но почему-то, он простой, но почему-то многие ошибаются. То есть многие люди думают, что вот have это не глагол, то есть как бы они пытаются говорить там have you, вот так строить вопросы. Have это полноценный глагол, поэтому у него все те же самые правила, что и обычных глаголов. То есть мы спрашиваем, есть ли у тебя что-то, например, у тебя есть домашнее животное. То есть мы спрашиваем do you have, нет такого вопроса, например, have you pets, правильно, do you have pets, или там у тебя есть машина, мы спрашиваем do you have a car, или у тебя есть дети, мы спрашиваем do you have children, ну или вообще идеально, кстати, если про вопросы говорить, я уже упоминала это в предыдущем видео, то что в вопросах очень хорошо any добавлять, они украшают вопросы, и они какого-то, вот это слово какой-то смысл себе не несет, но вопросы звучат гораздо лучше, потому лучше спросить там, например, не do you have children, а лучше спросить do you have any children, это будет уже гораздо красивее звучать, или do you have any pets, есть ли у тебя домашнее животное. Ну, конечно, наверное, самый популярный вопрос – это сколько это стоит. То есть, если мы говорим о цене, если мы покупаем что-то, там на самом деле есть около 5 вариантов, как это можно спросить, но я советую использовать how much is it. Это самый простой вариант, потому что, например, есть такой вопрос, как how much does it cost. Да, это можно сказать, но я не советую использовать, потому что не в каждой даже стране поймут этот вопрос, он достаточно такой более сложный. Лучше говорить how much is it, или просто можно сказать how much, то есть можем просто как бы показывать на вещь, которую хотим купить, говорим how much. Ну или в крайнем случае можно сказать what's the price. Но все-таки я бы советовала остановиться на вопросе how much is it. Так, ну и еще последний вопрос, это вопрос конструкции there is, there are. То есть если что-то где-то, там, если еда в холодильнике, или там есть ли люди в парке, то есть это получается такой контекст. Здесь будет использоваться конструкция there is, there are, но опять-таки тоже я бы советовала отдельно ее разобрать, потому что конструкция достаточно более такая сложная, в нее нужно вникать. Ну, если так просто вопрос запомнить, то это, например, есть ли еда в холодильнике. Получается is there any, опять-таки any добавляем, is there any food in the fridge. Или, например, есть ли люди в парке, получается are there any people in the park. Вот такой контекст. Ну, или там, например, можно сказать how much money do you make, то же самое, то есть как много денег ты зарабатываешь, это если возвращаться к предыдущим вопросам. Так, ну еще, в принципе, можно взять один пример. Ну, конечно, еще один популярный просто что ты сейчас делаешь. То есть в данный момент мы звоним кому-то, спрашиваем, что ты делаешь сейчас, это what are you doing, это время present continuous, тоже еще важный вопрос. Главное его не спутывать, тут так два в одном возьмем вопрос, это еще what do you do, потому что есть еще вопрос what do you do, это значит, кем ты работаешь. И многие люди, они, допустим, звонят кому-то, хотят спросить, что ты сейчас делаешь, говорят what do you do, получается, кем ты работаешь, потом тоже такие каверзные два вопроса. В общем, кем ты работаешь, это what do you do, как бы что ты делаешь по жизни, или what do you do in life. Если что ты делаешь сейчас, это вопрос по времени present continuous, получается what are you doing now. Такое. Можно, кстати, уже now не добавлять,
это уже как бы будет понятно, что это именно present continuous. Так, ну и, наверное, последний тип вопроса еще возьмем, это вопросы по типу, там, сложно ли это дорого, далеко ли это отсюда. То есть это тоже, кстати, вопросы с глаголом be, получается, например, это легко сделать, мы спрашиваем, это учится, начиная с глагола be, то есть получается is it easy, и, например, is it easy to do, легко ли это сделать. Или можем еще спросить, сложно ли, например, сложно это difficult, получается is it difficult to do. Или можем, например, спросить, у таксиста, опять-таки, можем спросить, taxi driver, далеко ли это находится от центра города. Получается, is it far from the city center? Ну, такие типы вопросов, вот такие вопросы получились. В предыдущем видео было больше вот именно про грамматику, то есть как строятся вопросы, что такое общий вопрос, специально. Если не смотрели, обязательно посмотрите, тоже очень важно. Там вот именно разбираются две группы в основном вопросов, это общеспециально, но не только, я там рассказала еще, какие есть вопросы в английском языке. А сегодня мы разобрали именно уже на таком практическом примере, то есть типы вопросов. Для общения, если какие-то вопросы показались сложными, можете записаться ко мне на занятия, мы разберем их построение, мы разберем времена, которые там задействованы, это тоже очень важно. Если какие-то вопросы вы уже знали, тоже хорошо. В общем, такое получилось видео, можете перейти на мой сайт, записаться ко мне на занятия по скайпу, там есть... Там описана моя методика, мой стиль занятий, можете посмотреть даже уроки, как проходят по моей методике. Поэтому буду рада видеть вас на своих занятиях. Ну, на этом все. Пишите темы, которые вы хотите видеть на моем канале, я буду снимать для вас. Ну, на этом все. Пока.